Всем привет! Меня зовут Елена. Сложно представить себе цветы без листьев. Сегодня я хочу показать, как делаю разные листья из ткани без литонов. Ткань я использую ранфорс или турецкий поплин. Предварительно обрабатываю ткань ПВС поливиниловым спиртом. Цвет и шаблоны листьев я взяла разные. Первый лист просто вырезан по контуру. На других листьях есть тиснение. А на этом листе прожилки прорезаны. Такие листья из ткани меньше всего подходят для последующей обработки. Тонирую листья краской штемпельных подушек. После тонировки листья уже интересно заиграли. Есть штампы, с помощью которых можно сделать прожилки на листьях. Листья и штампы должны сочетаться между собой. Креплю штамп на акриловый блок. Макаю его в чернила и ставлю оттиск. Для этого листа я беру другую краску. Штамп можно как макать в чернила, так и наносить чернила на штамп с помощью самой штемпельной подушечки. Обрабатывать листья я буду на мягком силиконовом коврике. Работать я сегодня буду разными насадками, и первой в паяльник вставляю лапку шириной 5 мм. Все заготовки перед обработкой увлажняю водой из пульверизатора. Провожу лапкой с изнаночной стороны от края листа к центру. Потом переворачиваю и на лицевой стороне ребром лапки делаю центральную прожилку.
Листья с отштамповкой обрабатываю также. Второй инструмент – это круглый нож или так называемая узкая копейка. На изнаночной стороне рисую прожилки от края к центру листа. После этого переворачиваю и на лицевой стороне от основания листа делаю центральную прожилку. Останавливаюсь, немного не доходя до края листика. Угол косых прожилок и их частота зависит от вашего желания. Эти листья я обрабатываю аналогично, за одним исключением. Центральную прожилку провожу сначала на изнанке, а потом, перевернув на лицевую сторону, рядом провожу центральную прожилку еще раз. По-разному тонированные листья задают тон цветочной композиции. На следующем листе сначала провожу прожилки между секторами листа. После этого переворачиваю и провожу центральные прожилки. Если лист сильно скручивается, его можно исправить тем же инструментом. На этом листе прожилки прорезаны ножом, поэтому проводить инструментом нужно или между прорезями, или рядом с прорезью. В любом случае обработанный лист выглядит старым, пожухлым, но все равно смотрится очень интересно. Следующий инструмент – это крючок. В отличие от лапки, ребра на листе получаются не такие широкие, но шире, чем при обработке листа копейкой. Перевернув лист, рисую крючком ребра в шахматном порядке.
Потом на изнанке рисую центральную прожилку и усиливаю ее на лицевой стороне. На этом листе с изнаночной стороны рисую центральные прожилки. Переворачиваю лист и делю его на сектора. Такие листья бислетонов делать быстро. Они не привязаны к какому-либо конкретному живому цветку, но украсят любую цветочную композицию и сделают ее живой. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю вас за комментарии, они греют душу и вдохновляют. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментарии, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!